Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. В рамках одного из предыдущих разговоров мы затрагивали тему формирования динамики пары. И ссылка на это видео должна появиться где-то тут сейчас в углу экрана. Динамика пары является феноменом и одним из показателей, основываясь на котором можно достаточно достоверно оценить перспективы пары и дать прогноз относительно ее целостности. Динамика пары отвечает на вопрос, как пара взаимодействует и общается. Но это не единственный вопрос, который является важным для понимания перспектив пары и для прогнозирования этих самых перспектив. Другим важным вопросом является вопрос, для чего люди вместе и для чего они что-то делают. Иными словами, речь о цикле и главной функции пары. Именно об этом наш сегодняшний разговор. Что же, давайте двигаться дальше и начинать разбираться. Что такое цикл пары? Здесь есть несколько нюансов, на которые нужно обратить наше внимание. При рассмотрении пары как системы, разумеется, встает вопрос о границах и сроках существования этой пары во времени. Любая система отношений, в том числе, конечна в плане своего функционирования. Срок годности, если так можно выразиться, есть у всего, даже у отношений. Идея «жили они долго и счастливо», как и любая идея, не основанная на понимании функционирования систем природных и социальных, является всего лишь иллюзией и вводит людей в заблуждение. Таким образом, цикл пары – это тот промежуток времени, который пара может эффективно поддерживать свою целостность. Проще говоря, это и есть срок годности пары. Потенциальная длительность цикла пары основывается на том, какая у этой пары главная функция, выражающаяся в ответе на вопрос «для чего мы вместе?» или «что и как мы будем делать вместе?». И да, речь именно о главной функции, которая всегда только одна. Сознательно или бессознательно люди могут быть вместе по многим причинам, но главная функция у каждой пары всегда и только одна, и она всегда есть. Какая именно эта функция, каждая пара должна сама ответить. Далеко не всегда это просто и очевидно. Есть, например, ряд внешних функций, которые паре как бы приписываются как обязательные, например, деторождение. Однако для самой пары это может вообще не быть функцией или, по крайней мере, главной функцией. Главная же функция определяет то, для чего люди вместе. И именно через динамику выполнения этой своей главной функции можно принимать решение о расставании и завершении цикла пары или сохранении отношений. Когда главная функция выполнена, то у пары лишь два здоровых варианта. Расстаться, либо создать новую главную функцию, как бы перезапустив свой цикл. За пределами этих двух вариантов, при условии выполнения парой своей функции, начинаются страдания, потому что система сама будет подталкивать себя к разрушению. Ведь если нет главной функции, то нет и системы. В зависимости от главной функции пары полноценными циклами могут являться 6 лет, 12 лет или 18 лет. И выполнение любой функции пары, которая для нее может быть главной, укладывается в эти временные отрезки. И чаще всего речь будет идти о 8-10 годах. При понимании отношений через их цикл легко сделать вывод, что у каждого человека может быть от 2 до 4 таких полноценных циклов в жизни. Такое понимание основано не на идеологиях, философии или религии, а на естественных процессах и механизмах функционирования систем. Но это еще не все. Кроме того, что отношения имеют свой собственный цикл, они еще функционируют на основе внешних циклов. И под внешними циклами я имею в виду природные циклы. И общий такой природный цикл, в который включена любая пара, представляет собой смену фаз, которые выглядят следующим образом. Появление пары, затем развитие, затем ее расцвет, а затем увядание и расставание.
Однако, кроме этого общего цикла, есть и другой, более локальный, который отражается в смене фаз сближения и отдаления. Смена этих фаз бывает в любой паре, и связана она с периодами расходования энергии и напряжения, это фаза сближения, и накопления энергии восстановления, это фаза отдаления. Проблемы в паре возникают, когда, во-первых, смена этих фаз не совпадает, во-вторых, люди в паре не знают о существовании таких фаз. Но эти моменты можно научиться различать и не делать из этого проблему, или научиться синхронизировать фазы сближения и отдаления в паре. Важным моментом при формировании пары является то, кто в какой из фаз в это время находится. Если партнеры в разных фазах, в контрфазах, то изначальная динамика взаимодействия будет негативной, потому что один человек будет уже готов к сближению, а второй будет искать отдаление. Есть и еще один важный момент. Как понять, наступила ли фаза отдаления в паре, или весь цикл пары подошел к концу и наступила фаза расставания? Эту разницу можно понять через оценку выполнения пары своей главной функции. Если функция уже выполнена или наоборот, ее выполнение невозможно, то речь, скорее всего, будет идти о фазе расставания и завершения цикла пары. Если же главная функция в процессе выполнения, и в паре есть понимание, что все нормально в этом смысле, то речь, вероятно, будет именно о фазе отдаления, то есть отдыха и накопления сил. Но можно такую оценку состояния пары дополнить и оценкой общей динамики и собственного психологического состояния. Если по итогам комплексной оценки разных параметров будет очевидно, что нахождение в паре доставляет больше издержек, чем пользы, вывод очевиден. Нужно переходить к фазе расставания. Любой другой выбор в такой ситуации будет означать сознательный риск и отказ от сохранения личного здоровья. В заключение отмечу, что несмотря на всю гиперромантизацию и идеализацию любви и отношений, любая пара – это система, одновременно биологическая и социальная, и каждая система имеет свой цикл, свой потенциал, главную функцию и динамику взаимодействия. Каждая пара также подчиняется природному принципу конечности, как и в смене фаз сближения и отдаления. Все эти параметры не абстракции, не теории, это часть процесса отношений. Их можно научиться определять, прогнозировать и корректировать, причем делать это самостоятельно. Разумеется, лучше и эффективнее всего производить оценку пары в первые месяцы ее появления в качестве профилактики, чтобы избежать рисков для психологического здоровья и траты времени. Хотя такая оценка будет полезна всегда, даже когда ущерб уже есть и психологические проблематики появились. На этом я буду заканчивать и напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!